Тема 701. Сумка для риэлтора. Благодаря интернету узнала я об известной сумке плотника Veta Pro Patch. Ее изобрел американский столяр Роджер Броуард, из маленького городка Норволк, 87 тысяч жителей. Когда он после окончания института переехал в Нью-Йорк, где начал работать столяром, он понял, как неудобен его ящик с инструментами, который приходилось ему носить каждый день. Все, что продавалось в то время на американском рынке, его не устраивало. И он сшил для себя сумку из нейлона, где для каждого инструмента создал свое гнездо. Так что, когда сумку откроешь, весь набор инструментов как на виду, и удобно его брать. Вот так и занялся бывший столяр производством сумок для таких как он, работяг, а кто про них из дизайнерской богемы еще подумает. Сегодня Роджер Броуард владеет компанией по производству сумок для инструментов Veta Pro Patch, и его продукцию знают во всем мире. Даже в России. Наши работяги готовы покупать его сумки за $139 с пересылкой в $94. Это сообщение из форума сайта mastercheat.ru, в котором россиянин поделился информацией, как он покупал знаменитую сумку для себя. На фото видно, что эта сумка удобна не только для переноски, но и для непосредственной работы. Не нужно вскакивать с места, чтобы взять тот или иной инструмент. Открыл сумку, и весь набор как на виду. Покупатель этой сумки, даже не плотник, а, скорее всего, электрик. В принципе, человеку любой профессии нужна сумка-органайзер, куда он мог бы класть нужные инструменты. Особенно если ему нужно постоянно брать ее с собой. Вспомните военно-полевой планшет офицера, без него на войне никуда, там и карты, и компас, и карандаш. Ведение бизнеса сегодня – это тоже своего рода война, кто раньше и больше завоюет клиентов. Вспомните, если в курсе, как бьются за своих клиентов похоронные компании Москвы. Почти любому специалисту для быстрого и надежного завоевания клиента, тем более в полевых условиях, нужны соответствующие инструменты с собой. Полгода назад мне написала письмо женщина-риэлтор с предложением запустить производство специальных сумок для риэлторов, страховщиков и юристов, в ответ на мою идею прогулочная сумка-тележка для пенсионеров. Людям этой профессии, выезжающим клиентам, очень часто под рукой бывает необходим не только ноутбук, но и фотоаппарат, и принтер, и машинка для проверки денег. Нужна сумка, в которую все это можно было удобно разложить и работать с ней в полевых условиях. Вот вам идея для нового бизнеса, разработка и производство подобных сумок. Сумки на сегодняшний день – один из самых продаваемых товаров в интернет-магазинах, после одежды, причем, с очень хорошей маржой, они продаются по цене, в 2-3 раза превышающей себестоимость. Сумки можно шить не только в Китае, и у нас есть мастера-специалисты по этому делу, а сам материал можно закупить и в Китае. Можете прочитать историю хабаровского предпринимателя Павла Осипова, в группе vk.com /Соме, который разработал городской рюкзак, собрал на Boomstarter деньги на его производство, нашел производителей в России, а материал, в Китае, сшил первую партию сумок и уже продает ее со своего сайта nyavima.ru. На Западе спрос на сумки-органайзеры давно и стабильно растет. У нас спрос на них появился относительно недавно и тоже растет. Ведь это очень удобно, открыл сумку, и сразу достал из нее все, что надо. Видели бы вы, сколько разных сумок-органайзеров, в основном это вкладыши для сумок, продают рукодельники на Etsy. Одни только сумки-органайзеры для памперсов поражают воображение своим разнообразием, вот уж кажется, проблема, памперсы в сумке найти, а ведь поди же ты, хотят найти быстро, да не только памперсы, но и сопутствующие аксессуары. Все продумано,
тут и памперсы, и присыпка, и булавки, если липучка на памперсах вдруг перестанет клеиться, и влажные салфетки, все под рукой. Придумали на Западе и вкладыши-органайзеры для женских сумочек, чтобы помаду, зеркальце, расческу и мобильник хранить отдельно друг от друга. Любители собак придумали даже сумки-органайзеры для путешествующих собак. В одном кармашке – щетка, в другом – вкусняшки, в третьем – собачьи игрушки. Есть в этой сумке еще 2 кармашка для 2 собачьих мисок, для еды и питья. Все эти сумки придумали те, кто понял, что они им необходимы, так же, как американский плотник придумал сумку для наилучшего выполнения своей профессиональной деятельности. Если женщина-риэлтор говорит, что ей, как и всем людям сходных профессий, тоже нужна специальная сумка-органайзер, то, значит, так оно и есть, вряд ли человек иной профессии, в том числе модный дизайнер или швеяда, этого сами додумаются. Придумать подобную сумку, я думаю, несложно. Нужно пригласить знакомых риэлторов, посмотреть, что они берут с собой для работы в полевых условиях, как это лучше расположить, и сшить несколько прототипов. Потом провести испытания, исправить, снова сшить, и через несколько подобных этапов можно уже затеивать производство. Пусть целевая аудитория достаточно узкая, но зато подобные сумки ей будут очень нужны. И выйти на эту аудиторию достаточно легко, по любому каталогу риэлторских, юридических фирм и страховых компаний. С такой сумкой риэлторы не только облегчат свою жизнь, но и будут чаще выигрывать в войне за клиента. Из одного источника я узнала, что в одной только Москве примерно 11-13 тысяч риэлторов, примерно по 1 на 1000 жителей. Исходя из этой цифры, можно предположить, что всего на территории России работают максимум 140 тысяч риэлторов, на самом деле немного меньше, потому что плотность людей этой профессии в регионах явно ниже. Но если даже уполовинить это количество, вполне нормальное соотношение, судя по моему городу, получится 70 тысяч риэлторов на страну. Из другого источника я узнала, что в России работают 55-60 тысяч адвокатов, им тоже очень часто приходится работать в полевых условиях. Ну, и прибавив к ним более 180 тысяч страховых агентов. Это минимальное их число, получим целевой рынок в 300 тысяч человек. А если вы сможете сделать самую удобную сумку для людей этих профессий, вполне вероятно, что ее будут покупать и из-за рубежа, как мы сегодня покупаем американские сумки для плотников, не останавливаясь перед высокой ценой самой сумки и ее доставки. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.